Расскажите, пожалуйста, про знак Дева и Рак для девочек. Для чего человек рождается под этими знаками? Или дайте, пожалуйста, ссылку на источники, на ваш взгляд, более отражающий смысл. Ну, опять же, друзья, набираем «Рак. Разумное человечество» в интернете. Сразу выпадает «Вылечить рак». Да, потому что нужно скорректировать, потому что, да, есть рак, а есть знак зодиака рак. Астрология рак, наверное, как-нибудь так. Вот мы когда будем... Я думаю, что она имела знак Дева и знак Рак для девочек. Ну, Григорий, скажешь что-нибудь? Но астрология – это большая тема, и сказать все про раков, про детей, про взрослых, про дев, вот в пределах одного часа, ну, не знаю. Можно хорошо раскрыть эту тему, более-менее прилично, но на все остальные вопросы мы не ответим. У каждого знака зодиака есть своя личная программа. Ну, знак зодиака – это означает, что Солнце на момент вашего рождения зашло в этот знак зодиака. То есть на линии Земля, Солнце, созвездие, вы находитесь вот именно в этой точке. То есть 30 градусов у каждого знака зодиака есть. В классической восточной астрологии это означает, что тот или иной знак зодиака. Знаки зодиака есть выраженные, есть невыраженные. В астрологии это, скажем, подтверждается наличием планет в знаке зодиака. Если там у вас одно солнышко, это невыраженный знак. Знаки зодиака бывают сильными, бывают слабыми. Поэтому очень много «но». И чтобы говорить про знак зодиака, нужно видеть гороскоп человека. Есть еще резонансный гороскоп, гороскоп родителей. Поэтому неблагодарное дело рассказывать про знаков рака и девы. И это может быть не очень хорошо или в недостаточной степени отразиться на ваших, например, детях, если в них, например, есть какая-то тенденция. Например, они невыраженные раки. Есть раки, у которых одно солнце, например, в знаке рака, а все остальные планеты где-то еще расстреляны. Есть раки, которые больше похожи там, на львов, там, на дев, на кого-то еще. Солнечный знак – это одна из программ обучения, которая дается человеку по жизни. То есть это вроде как физика, например, в школе. Да? Это программа обучения каких-то в области каких-то знаний. То есть таких программ у человека много. В двух словах я все-таки скажу, раз вы спросили по программе, которую нужно пройти касательно знака зодиака человека. Касательно знака зодиака у рака должна быть традиция, вне зависимости от того, мальчик это или девочка. И рак должен эту традицию искать, поддерживать, укреплять, утоньшать. Традиция ищется человеком самолично, потому что ему ближе. У рака задача по солнцу, по духу – это найти свою духовную традицию. Это принципиально для них важно, касаемо с точки зрения астрологии. Для дев нужно научиться высшей систематике, то есть научиться вырабатывать себе очень точную, совершенную систему. Например, вот, таблица Менделеева. Что такое таблица Менделеева? Это систематизация знаний. Вот это как бы вот работа как бы для девы. Вот задача девы – создать во всем жизни такую очень тонкую, очень высокую систематизацию. Высшее проявление девы – это алхимики, например. То есть это систематизация знаний о веществах, о человеке, о природе, о биологии. Например, говорит, что алхимики – это те, кто только занимаются химическими веществами. Это люди, которые занимаются и биологией, и физикой, и психологией, и в алхимии все это связано. Настоящий алхимик, он все эти вопросы курирует. Настоящая высшая дева, да, это алхимик. Задача девы – научиться в этой систематичности вывести на какой-то уровень сверхсистемы. Да? Например, система «Как жить», как увеличить продолжительность жизни до 1000 лет. Вот это чисто для девы. Задача девы – создавать эти системы. То есть рассчитать их, проверить, все разложить по полочкам, проверить на здесь, систематизировать это до системы, до состояния, условного состояния совершенства. Вот это задача девы как знака зодиака. Это только по духу. Опять же, еще раз добавлю, есть гороскоп, и гороскоп вам скажет, являетесь вы действительно ли девой, либо вы девой там, или раком являетесь отчасти. Поэтому еще будет такая интересная ситуация, когда, предположим, ребенок родился девой или ракой, а, предположим, родители у него и все родственники близкие, я с таким сталкивался, овны, или его просто огненные знаки, или там тельцы, или львы. То есть и львы вырастят из этой девы, из этого рака еще одного льва. Этот гороскоп, этот солнце, оно
структура духа даже меняется. То есть хорошие, сильные львы перевоспитают из рака, могут перевоспитать из рака практически львенка. Есть знакомый, который родился раком, но всю жизнь занимался боевыми искусствами, да, и то есть в нем он больше похож на козерога, в нем рак не особо чувствует, он свой дух, рачий дух перевоспитал под козерожью твердость и упертость. То есть, а козерог, он как структура, это более, ну, считается более развитой структурой, это знак зодиака более поздний, то есть, как бы считается, он в себе содержит определенный опыт рака. Хотя рак – это вода, козерог, например, это земля, то есть разные стихии, то есть как бы разные стихии некорректно сравнивать. Но тем не менее, то есть качества вот развиты какие-то, которые очень сильно не свойственны раку, и у рака у них обычно дефицит. Поэтому бывает воспитание и личные качества родителей изменяют солнечные какие-то качества до более, может быть, высоких и более тонких, теми, какими обычно раки не обладают. Поэтому, чтобы о чем-то судить, надо видеть общую картинку. Не называйте человека раком только потому, что он родился вот в эту зону рака. Может быть, он этим раком по сути не является. Очень много «но», поэтому я предостерегаю вас от того, чтобы ставить штампы. Астрология – это большая наука, и прежде чем о чем-то говорить, нужно разобраться в вопросе. Вот в двух словах касаемо астрологии, касаемо Девы и рака. Еще добавлю одну интересную вещь. Касаемо Дев, когда я занимался астрологией, нам объясняли, почему каждый знак зодиака имеет такую картинку. Вот, например, знаки Дева – это как бы буковка такая М или Т по-русски, такая прописная, и у нее такой еще какой хвостик есть. И это объяснили нам так, что это типа крылышко, и что, например, у Девы есть как бы какой-то свой дополнительный ангел-хранитель, что задача Девы – это чистота, внутренняя чистота еще. Это крылышко, то есть у Девы есть какой-то ангел-хранитель, он особенно ей помогает достигать этой внутренней чистоты. Это одна из задач Девы, это внутренняя чистота. Вот, добавок уже сказано. Благодарю, Григорий. Друзья, я напомню, что тем людям, которые прошли у нас раскрещивание, есть возможность получать различные услуги в разумном человечестве, не являясь участниками проекта «Реконструкция». И вот для вас доступна такая услуга, как астропсихологический гороскоп. Григорий подробно вместе с вами, без мистификаций и различных фантастических теорий, разберет по вашей дате рождения, времени рождения, месту рождения, разберет то, из чего вы состоите, что у вас было и к чему вам нужно прийти. Все это простыми словами, на бытовых примерах, для того, чтобы вы не просто заказали себе модный гороскоп, а точно понимали, что вам нужно изменить в своей жизни после того, как разговор закончится. Желающие получить эту услугу, она подробно описана на сайте, пожалуйста, пишите. Но только те, напомню, кто раскрестился, потому что мы не вмешиваемся в дела церкви, и если вам нужен гороскоп, и вы являетесь последователем христианской религии, вам необходимо обратиться за гороскопом в церковный приход к батюшке, церковный приход, за которым вы закреплены, потому что... А батюшка вам скажет, что это грех, покажет вам вот. Что он скажет, это уже его карма, но я рекомендую вам решать жизненно важные для вас вопросы с людьми, которым вы доверяете, в которых вы верите и за которыми вы хотите идти, а не сидеть на двух стульях. Поэтому мы не вмешиваемся в дела церкви и оказываем услуги только тем, кто прошел обряд раскрещивания.